На рассвете над серым Атлантическим океаном дрейфует брошенный корабль. Ни единой души на борту. На скалистом утесе, под грозовым небом, одиноко стоит маяк. Его лампа вращается, без смотрителя. В туманном лесу, на закате, в кору старого дерева грубо врезано одно слово — Краатоон. В полутемной радиорубке потрескивает старый приемник, живой и брошенный одновременно. Рука медленно открывает папку с грифом «Совершенно секретно», обнажая стопку пожелтевших фотографий. В темном архиве следователь извлекает одну папку из груды пыльных дел, и расследование начинается. На пожелтевшей карте мира красные булавки отмечают исчезновение от Атлантики до Австралии. Сегодня мы вместе войдем в тайны, которые не раскрыты до сих пор. Декабрь, 1872 год. Серый Атлантический океан уходит до горизонта. Мария Селеста дрейфует в открытом море. Паруса полощутся, штурвал брошен. На борту никого. С горизонта к дрейфующему судну приближается другое — Деи Грация. Матросы осторожно ступают на палубу безмолвного корабля, ошеломленные тишиной. В каюте капитана застыло время. Журнал открыт, еда не тронута. В трюме 1701 бочка со спиртом. Целые, нетронутые, в полном порядке. Детская игрушка ждет хозяина, которому не суждено вернуться. Последняя запись — 25 ноября. Тихо. Ровный курс. Все спокойно. РС. Все спокойно. На закате капитан Брикс стоит у борта в полном молчании. Его силуэт уже похож на призрака. В масляном свете фонаря капитан пишет за столом. Рядом силуэты жены и двухлетней дочери. На том месте, где должна была висеть шлюпка, болтаются лишь пустые тали, уходящие в море. С кормы Марии Селесты в темную воду уходит длинный веревочный конец, теряясь в глубине. Штурвал медленно поворачивается сам по себе, под ударами волн. Ни одной руки рядом. В камбузе стынет еда, опрокинута кружка. Экипаж встал из-за стола и больше не вернулся. Снасти и канаты уложены на носовой палубе безупречно. Команда ушла, сохранив полный порядок. В трюме поднимается пар. Версия так и не доказана. В шторм, среди волн, маленькая шлюпка. И теоретическая гибель команды. Гравюра пиратского судна медленно переворачивается. Эта версия отвергнута. При свете лампы следователь листает дело 1872 года. Ответов нет. 150 лет спустя Атлантика по-прежнему пуста. Ни тела, ни обломков, ни следа. На закате Мария Селеста медленно уплывает в последний раз, превращаясь в легенду. На старинной карте Шотландии камера приближается к маленькому острову Эйлин-Мор. Могучие волны разбиваются о 60-метровые скалы. Остров не поддается никому. Маяк Эйлин-Мора стоит в полном одиночестве среди штормового моря. Лампа погашена. Через бурные воды к скалистому острову приближается снабженческое судно «Геспер». Обычный рейс. Капитан Геспера смотрит на пустой флагшток маяка, и первая тревога сжимает сердце. Перчаточная рука толкает тяжелую дверь маяка. Она заперта. Изнутри. Внутри пусто и холодно. 3 смотрителей нигде нет. На каменном полу кухни лежит опрокинутый стул. Кто-то вскочил внезапно и уже не вернулся. Стрелки настенных часов застыли. Время остановилось здесь навсегда. На крючке висит единственный желтый плащ. Один из смотрителей вышел в шторм, без защиты. Великолепная лампа начищена, резервуар полон масла. К работе, но так и не зажжена той ночью. В вахтенном журнале запись от 12 декабря написана дрожащей рукой. Что-то пугало смотрителей. Страница за 13 декабря содержит одно слово «Молюсь». Последняя запись в журнале гласит: «Небо прояснилось, и больше слов нет. Никогда». В свете мерцающих фонарей 3 смотрителей, Дюка, Маршалл и МакАртур, сидят за деревянным столом. МакАртур уткнулся лицом в ладони, закаленный моряк, сломленный невидимым. За стеклом бушует шторм, которого не было в официальных записях. Метеосводки не фиксировали никакого шторма, а смотрители писали о нем в каждой записи. Джеймс Дюка подносит спичку к фитилю лампы. Ежедневный ритуал, которому скоро придет конец. Маршалл записывает то, чего не понимает, в тени фонаря. Один из смотрителей стоит у окна, неподвижно глядя в темное море. Он ждет чего-то невидимого.
Поисковая партия с Геспера обходит комнату за комнатой. Все в порядке, но людей нет. Железные поручни на скале согнуты волнами с высоты 60 метров. Гигантский вал обрушивается на скалы, возможный ответ. Недоказуемый. Следователь медленно перелистывает дело Эйлин Мора. 100 лет вопросов. Без ответа. Сегодня маяк автоматизирован. Никто не остается здесь один ночью. 3 аккуратно застеленные кровати в жилых комнатах. Смотрители ушли днем и не вернулись. У порога стоят 3 пары сапог. Они ушли и не пришли никуда. На каменной мемориальной доске высечены 3 имени: Дюка, Маршалл, МакАртур. На пожелтевшей фотографии 3 суровых лица смотрят в объектив. В последний раз. Маяк Эйлин Мора темнеет в сумерках. Лампа вращается, но тех, кто ее зажигал, больше нет. На старинной карте 1587 года красным кружком отмечен остров Роанок. Туманный лес Роанока на рассвете. Камера движется сквозь туман, в полном безмолвии. Деревянные дома колонии разобраны, очаги погашены, людей нет. Поселение исчезло целиком. В 1590 году Джон Уайт сходит на берег. 3 года опоздания. Идет к пустому поселению. Призрачные силуэты 115 колонистов в тумане. Те, кто скоро исчезнет. При свете лампы мать укачивает первого английского ребенка нового света. Джон Уайт машет с борта корабля колонистам на берегу. Прощание, ставшее вечным. В порту захватывают корабли для войны, те, что должны были вернуться. Страницы старого календаря стремительно листаются. 1588, 89, 90. Время неумолимо. Джон Уайт бродит по пустому поселению. Называет имена. Они уходят в ветер без ответа. На входном столбе глубоко вырезано «Краатоон». Единственная улика. Огромного дуба торопливо выцарапаны 3 буквы «Кро». Возможно, прерванный знак. Джон Уайт ищет на резьбе символ креста, знак беды, и не находит его. Деревянные дома аккуратно разобраны, они сожжены. Это был спланированный уход, не паника. Среди брошенных вещей на земле лежит маленькая деревянная кукла. Они взяли все, кроме нее. Шторм разворачивает корабль Уайта. Последний шанс найти семью потерян. В каюте под вой шторма Джон Уайт сидит, опустив голову в ладони. Он больше не увидит свою семью. В туманном лесу над длинными домами Краатан поднимается дым, возможное убежище. Анализ ДНК указывает на европейский след в племенах Северной Каролины. Старый набросок на пожелтевшей бумаге изображает нападение. Версия неподтвержденная. Зимний пустой пейзаж, Роанока. Голые деревья, мерзлая земля, ни еды, ни укрытия. Современный археолог счищает землю с фрагмента. Наука продолжает поиск. В толстой желтой папке с надписью «Роанок, 1587» хранятся 437 лет безответных вопросов. Силуэты колонистов растворяются в тумане, становясь прозрачными, как призраки. Камера скользит вдоль букв слова «Кроатоон» в драматическом боковом свете. Одно слово и тишина. С высоты видно все брошенное поселение, 115 душ, и одно вырезанное слово. Портрет Уайта на пергаменте. Он умер, не узнав, куда ушла его семья. Не узнав, куда ушла его семья. Газета 1918 года. Заголовок о пропаже USS «Циклоп» и 306 человек. В порту Барбадоса у причала стоит гигантский USS «Циклоп», 165 метров и 19 тысяч тонн стали. 306 матросов в белой форме позируют. Никто не знал, что это последний снимок. В трюм грузят 11 тысяч тонн руды, груз, который, возможно, обрек судно. На рассвете «Циклоп» уходит из Барбадоса, в путь, которому не суждено завершиться. Тихий зеркальный океан. Никакого шторма. И, тем не менее, корабль исчез. На реконструированном мостике «Циклопа» приборы, штурвал, карты. Но ни единого человека. В радиорубке телеграфный ключ не шевелится. Они не послали ни единого сигнала СОС. Карты с красными поисковыми сетками. Месяцы поисков. Ничего. На президентском столе доклад с грифом «Неизвестен». Ответа нет, даже у президента. На антикварной морской карте красным обведен Бермудский треугольник. Именно здесь исчез «Циклоп».
Пожелтевшая фотография USS Протеуса, сестершипа Циклопа, которого ждет та же участь. USS Нереус, еще один сестершип, который тоже уйдет в никуда. 3 фотографии рядом: Циклоп, Протеус, Нереус. 3 корабля, 3 исчезновения, 1 океан. 306 матросов в мундирах. Последнее фото перед исчезновением. Инструкция. Волна убийца поднимается над бортом Циклопа в Тихом море. Со дна поднимаются пузыри метана. Сила, способная объяснить все. Или ничего. Трюм до отказа набитый марганцевой рудой. Корабль мог быть обречен еще с момента отплытия. Реконструкция. Ночью огромный циклоп медленно кренится и уходит под воду. Молча, мгновенно. На дне океана при глубоководном погружении никаких обломков. Пустое дно. Следователь медленно закрывает толстое дело USS «Циклоп». Оно остается нераскрытым. Мемориальная стена с 306 портретами. 306 жизней только в фотографиях. Атлантика на закате. Безмолвная и пустая под оранжевым небом. Кладбище без единого надгробия. Старый портфель с документами «Циклопа». Крупнейшая небоевая потеря ВМСС ША. На морском планшете пунктирный маршрут обрывается посреди Атлантики. Циклоп медленно уходит в сгущающуюся синеву горизонта и растворяется в истории. Тяжелое военно-морское досье перевязывается бечевкой. Дело закрыто, но не раскрыто. Пожелтевшая газета 1937 года заголовок сообщает об исчезновении Амелии Эрхарт над Тихим океаном. В ангаре сверкает фюзеляж Lockheed Electra, самолет, ставший легендой. Амелия в кожаной куртке и очках-авиаторах уверенно улыбается у самолета. На карте красной линией прочерчен маршрут. 35 тысяч километров позади, 28 тысяч впереди. Фред Нунан прокладывает курс линейкой и карандашом, последний штурман в ее жизни. В кабине Амелия регулирует радиодиал. В ее взгляде уже читается тревога. С большой высоты Тихий океан простирается бесконечно. Крошечная точка самолета в бесконечном море. Экипаж Итаски у острова Хауленд слушает эфир. Сигнал становится все тише. В 8:43 утра игла радиоприемника Итаски дергается. Последняя внятная передача Амелии. Амелия говорит в микрофон быстро и взволнованно. Отчаяние нарастает. Радисты Итаски слышат ее голос сквозь помехи, но она не слышит их. Игла радиоприемника замирает. Только статический шум, потом тишина, которая длится до сих пор. 9 кораблей и 66 самолетов выходят на поиск. Крупнейшая операция ВМС. На военно-морском планшете красным обозначена зона поиска. 250 тысяч квадратных миль. 17 дней. Только пустой горизонт через иллюминатор поискового борта. Lockheed Electra стремительно снижается и уходит под воду. Официальная версия. Атолл Никумароро. Крошечное кольцо кораллов. Возможная последняя точка. В 1940 году на Никумароро находят кости в песке. Открытие, которое потеряют. В 2017 году антрополог приходит к выводу: 99% вероятности женщина ростом 170 сантиметров. В умной камере на Сайпане едва угадывается силуэт западной женщины. Версия неподтвержденная. Показания с Сайпана. Очевидцы утверждали, что видели западную женщину в 1937 году. Остатки укрытия на Никумароро. Огонь, примитивные инструменты, неизвестное время. В 2024 году на глубине 5 километров прожектор субмарины освещает контур самолета. На мониторе судна сонарное изображение показывает аномалию в форме самолета. Следователь листает дело Эрхарт. Почти век прошел. Ответа по-прежнему нет. Амелия улыбается у своего самолета. Лицо, которое мир не может забыть. Пустая кабина реконструированного Lockheed Electra. Кресло пилота, с которого она исчезла. Старые летные очки на деревянном столе. Реликвия потерянной легенды. Тихоокеанский закат. Огромный, оранжевый, пустой. Кладбище без могил. С большой высоты остров Хауленд. Почти незаметная точка в бескрайнем Тихом океане.
На последней совместной фотографии Амелия и Фред Нунам стоят рядом, перед последним полетом. Дело Амелии Эрхарт медленно закрывается. Оно остается открытым уже 90 лет. Камера медленно движется по темному архивному коридору в глубину. Расследование продолжается. Пожелтевшее рукописное письмо Амелии. Слова женщины, которая вот-вот исчезнет. Силуэт Электры на Тихоокеанском закате медленно уменьшается. Уход в легенду. В золотом свете заката Амелия смотрит на горизонт из кабины самолета. Последний спокойный момент. Тихий океан в сумерках, безмолвный и бесконечный. Молчание, которое длится почти век. Современный аппарат погружается в темные воды Тихого океана. Поиски продолжаются. Карта Тихого океана в булавках. Каждая версия исчезновения Эрхарт обозначена. В музейной витрине летные очки Амелии. Реликвия женщины, которую ищут до сих пор. По карте мира палец прокладывает путь из Атлантики в Тихий океан. Тайна переходит в другой океан. Фотография Амелии Эрхарт отражается в стекле музейных витрин. Легенда, сохраненная за стеклом. Пустое синее небо над океаном. Ни самолета, ни следа, ни звука. Ни самолета, ни следа, ни звука. Камера приближается к последним строкам письма. Слова, зазвучавшие иначе после исчезновения. На антикварной карте снова красный Бермудский треугольник. Легенда, поглотившая циклоп. Флоридское побережье на рассвете. Авиабаза Форт Лодердейл. 5 декабря 1945 года. База Форт Лодердейл. Ангары, взлетные полосы, штурмовики «Авенджер» на стоянке. На взлетной полосе в ряд выстроились 5 торпедоносцев «Авенджер», злосчастный рейс 19. 5 летчиков улыбаются, идут к самолетам. Обычный учебный вылет. Так им казалось. Тейлор у доски с картой. Опытный пилот во главе неопытных курсантов. Летчики поднимаются в кабины и застегивают ремни. Последняя посадка. В 14:10 один за другим 5 «Авенджеров» разгоняются по полосе и уходят в синее небо. На высоте над Атлантикой 5 самолетов летит в плотном строю. Идеальная картина. Пока еще. В кабине лейтенанта Тейлора оба компаса вращаются хаотично. Навигация потеряна. Полностью. Тейлор смотрит на крутящиеся стрелки, затем в иллюминатор. Даже его опыт не поможет. Солнце в иллюминаторе стоит не там, где должно. Что-то фундаментально неправильно. Водовороты в Атлантике внизу выглядят неправильно. Сам океан кажется не таким, каким должен быть. Радист авиабазы Форт Лодердейл надевает наушники и записывает первое тревожное сообщение. Лейтенант Тейлор говорит в микрофон, бледный, растерянный. Первый вызов о помощи. Анимированная линия уходит на северо-восток, вместо запада. Роковая ошибка курса. 5 «Авенджеров» исчезает в нарастающих облаках на закате. Они потеряны, во всех смыслах слова. На приборной панели одного из самолетов стрелка топливомера опускается ниже нуля. Конец близко. В 16:25 в диспетчерской башне Форт Лодердейла радист слышит последнюю передачу и застывает. Темная Атлантика ночью. Ни самолетов, ни огней, ни звука. 5 машин. Все исчезли. В 19:27 гигантский спасательный самолет PBM Mariner ревет по полосе и уходит в темное небо. В небе полыхает огненный шар. PBM Mariner взорвался. Еще 13 погибших. На темной поверхности Атлантики расплывается масляное пятно. Единственный след, который остался. На карте красным зона поиска. 200 тысяч квадратных миль. Дни поисков. Реконструкция. Сотни военных кораблей и самолетов прочесывают Атлантику и не находят ничего. Атлантика после поисков. Ни обломков, ни масла, ни единого осколка. 500 страниц доклада ВМС и одна бессодержательная итоговая строка. Красный штамп на последней странице. Причина неизвестна. 27 жизней. На фотографии 5 летчиков рейса 19 улыбаются. Никто не вернется. Бермудский треугольник на закате. Именно здесь родилась эта легенда. Пустая кабина восстановленного «Авенджера» в музее. 5 таких кабин навсегда остались без хозяев.
Дело рейса 19 медленно закрывается на современном архивном столе. 27 жизней в одной папке. На карте Австралии камера приближается к Бассову проливу. Новая тайна. Аэропорт Моррабин. Октябрь 1978 года. Маленькие Сесны стоят на перроне. Все выглядит обычно. 20-летний Фредерик в синей рубашке обходит Сесну перед взлетом. Фредерик Валентич залезает в кабину и закрывает дверь. Его последний полет. Начинается. В 18:19 Cessna 182L набирает скорость по полосе и плавно уходит в вечернее небо. На большой высоте над Бассовым проливом маленькая Cessna летит в тишине. Мирный полет. Пока еще. В золотом свете заката Фредерик сканирует горизонт. Последний спокойный момент. В 19:06 Фредерик спокойно запрашивает Центр управления Мельбурна о других воздушных судах в районе. Диспетчер проверяет радар. В секторе Фредерика совершенно пусто. Из кабины сквозь стекло мелькает тень огромного, странного объекта в небе над самолетом. Фредерик запрокидывает голову, широко раскрыв глаза. Он видит что-то. Фредерик говорит в микрофон напряженным голосом. Объект словно играет с ним. На экране радара в Мельбурне только крошечная метка Фредерика, и больше ничего. Бледный Фредерик торопливо описывает объект. Длинный, металлический, блестящий, с зелеными огнями. Стрелка манометра Сесны мечется хаотично. Двигатель начинает отказывать. Фредерик сжимает микрофон дрожащей рукой. Юноша лицом к лицу с неизвестным. Черный экран, тихий свет радио и 17 секунд лязга, без объяснений за 46 лет. Бассов пролив в сумерках, темно-синяя вода, тишина. Фредерика больше нет. Диспетчер Мельбурна застыл у мертвого радио. Он только что услышал невозможное. Бассов пролив ночью. Ни огней, ни самолета, ни следа. Молодой человек поглощен темнотой. Поисковый самолет кружит над Бассовым проливом на рассвете. Дни поисков начались. Поверхность пролива пуста. Ни обломков, ни масла, ничего, как и во всех предыдущих делах. На столе стопки показаний из Виктории. 20 независимых очевидцев видели одно и то же. Выцветшая фотография 1978 года. Зеленый объект в ночном небе. Наука объяснить не смогла. На берегу Флиндерса море выбросило фрагмент капота Сесны. Возможно, самолет Фредерика. Следователь разглядывает частичный серийный номер. Период совпадает, но уверенности нет. На мониторах волновые формы 17-секундного звука. Лет совпадений не нашли. На фото Фредерик улыбается с родителями. Они умерли, не узнав, куда он ушел. Официальный отчет о Валентиче заканчивается штампом. Причина не установлена. Пустая кабина Cessna 182L в полутьме. Кресло пилота, на котором Фредерик сидел в последний раз. Звездное небо над Бассовым проливом, необъятное, безмолвное. С нераскрытым вопросом внутри. На катушечном магнитофоне медленно вращаются бобины с записью «Валентич. Последний сеанс связи». Летное удостоверение Фредерика Валентича. 20-летний, с мечтами, которым не сбыться. Офис исследователя НЛО. Стены в картах и фото. Десятилетия работы без ответов. Пустое ночное небо над темным австралийским морем. Его голос. В нем до сих пор. Дело Валентича закрывается с надписью «Не раскрыто». 46 лет. Счет идет. Мария Селеста дрейфует в сумерках Атлантики. Первый призрак, живущий в памяти. Маяк Эйлин Мора чернеет на фоне серого неба. 3 смотрителя. Пропали навсегда. Резьба Краатоон на деревянном столбе в сумерках. 437 лет и одно слово. Архивное фото. 306 матросов-циклопа в рядах. Камера медленно движется к лицам. Амелия улыбается у своего самолета. На черно-белом снимке. Лицо, которое не забыть. 5 авенджеров летят силуэтами в закат. 27 душ, уходящих в легенду. Сесна одиноким силуэтом уходит в темное ночное небо. Последний полет. Толстых пожелтевших папок на архивном столе. В ряд. 7 дел. 466 душ. Несколько веков. Следователь с суровым лицом складывает папки. Файлы, которые могут не открыть снова.
Камера медленно движется в глубину пустого архивного коридора. Там еще много нераскрытых дел. Антикварная карта с 7 красными булавками. Узор, охватывающий века и океаны. Старый радиоприемник едва светится в темноте. Диал дрожит. В эфире тихий шорох. Ночное безбрежное море под звездным небом. Мир, который все еще хранит свои тайны. Слабый свет на черном экране медленно гаснет. Тайна остается.